Сегодня 29 марта, 23 год. Хочу прогуляться по Чивенгу и показать, как он сейчас выглядит. Вот мы живем здесь, вот отель Кирикаян Бутик. Я не знаю, какой вот этот отель по соседству, но он сейчас заброшенка. Никого нет. Вот такой вот сейчас широкий Чивенг. Волн практически нет. Море очень-очень такое прям спокойное и очень подходит для купания. Вот, кстати, так получилось, что выбрали отель рядышком. Вот этот Близ Бунгало сейчас называется. Первый отель 2008 года, когда мы останавливались на Самуях, на Чивенге, он назывался тогда еще Лагун Бэй. Потом провели ребрейдинг, и теперь это новый отель. Рядом с ним, кстати, по-моему, это Seascape. Тоже, ну как, не работающий. Не скажу, что он заброшенный, там вроде люди ходят. Вечерами свет горит, но гостей они не принимают. Очень много гостей в отеле Ков Резорт, по-моему. Прям много-много. У них вечером интересная шоу-программа на пляже. Вчера вот ходили, поставили такие палаточки красивые. Фаер-шоу показывали гостям. Какие-то тематические вечера проводят. Молодцы. Рядышком по соседству отель Самуи Бич Резорт, по-моему, он называется. 2015-16 года постройки. Вот такие вот у них зарубленные сюда пальмы. Мы помним, когда эти пальмы молодые, они здесь посадили, поставили их на подпорке. Очень интересно было место ходить сюда, встречать рассвет. И через эти пальмы делать фотографии. Прям классно получалось. Вот здесь, кстати, тоже был какой-то отель. Я не помню какой. Одно время он был заброшенный, потом его разломали. Сейчас сделали, скажем так, пляжный филиал отеля Меркур. Там напротив, через дорогу был всегда отель. И вот здесь вот они, видимо, территорию выкупили и сделали такой вот пляжную зону. Можно сказать, очень свежий отель. Чивенг Резорт. Один из самых старых, самых первых отелей на Чивенге точно, на Самуях. Ну да, наверное, может быть, какой-нибудь из первых. У них такое все в тайском стиле. Правда, давно не делалась реновация, не проводилась в этом отеле. Номера немного уставшие, но там такая тиковая мебель. Все такое добротное, деревянное, каменное. У них два бассейна на территории. Один там, второй вот здесь. Вот здесь вот главный корпус, вот этот вот здание с тремя крышами. Это столовая, ресторан. Там проходят завтраки. Здесь же перед ним бассейн. Единственное, что не нравится мне в этом отеле, что лежаки находятся вот там, на приступке. Если у всех они как-то на песок их выносят,
то здесь они там наверху. И они очень старые. Я вот даже сейчас вижу, обновлялись они давно. Дай бог памяти, мы с этим отелем знакомы лет 10. И лежаки той же самой свежести. Но зато напротив море какое шикарное. Хорошо, нет сильных волн. Они умеренные и комфортные. И вот началась самая, я думаю, что это самая длинная протяженная пляжная часть. Отельная имеется в виду. Отель Синтара. Это твердая пятерка, сетевая. Отель на самом деле достойный, не дешевый. Но гарантированно вы останетесь довольны, приехав сюда. Если нас не выгонят, попробуем показать вам чуть-чуть краешек этого отеля. Да, здесь приятнее идти все же, чем по песку. Ну, прям вот так вот. Травка, все поливается. Футбольный ворот, можно поиграть. Бассейн у них находится вот здесь, там. Ну, как вы видите, территория большая. Практически вся ухоженная. Ой, какой кайф. Супер. У них получается раз, два, три, 4 этажа. В 2020 году точно знаю, вот 100% точно знаю, здесь была реновация. Полностью разломали все до основания. И теперь это абсолютно новое место. Прям под экскаватор все сломали. Ну, мы снова выходим на пляж. И вот, кстати, для сравнения, хотел показать в сравнении. Посмотрите, как здесь мало людей, пусто. Ну, территория большая, народ не так много. Поэтому они как-то на расстоянии друг от друга загорают, отдыхают люди. И сразу проходит граница этого отеля. И начинается такое вот прям Сочи. Кстати, здесь тоже какая-то заброшка. За 3 года забыл все названия отелей, которые здесь вообще находятся. Раньше знал все друг за другом, которые шли.
Сейчас вот вообще не припомню, что за место. Типа Green Resort или что-то такое. Вот, кстати, тоже интересное место, понравилось прям. О, посмотрите на этого человека. Но это все, конечно, легкое. Но вот так вот носить целый день по пляжу, я не думаю, что идеальное удовольствие. Называется Sin Beach Club. Но это именно клубная зона, так называется. Сам отель называется по-другому. Вчера мы его смотрели. В районе $200 у него стоит сейчас. Ночью это все подсвечивается, все очень красиво. Подсветка меняется, все там в диодах. Вообще огонь. Одна из причин, почему здесь располагают вот эти вот водные мотоциклы, потому что здесь вот проходит как раз дорога от пляжа туда напрямую, сюда подъезжают на пикапах, сгружают их, а они здесь. Так, вот не помню, это Synergy или Banana Fun, один из них. Классно у них мешки теперь вместо лежаков. Это прикольно. Ой, собака бежит. Тихо, тихо. Ух, какая. Не совсем дружелюбно оказалась. Вот это Banana Fun, значит это Synergy. А вот еще одна заброшка. Зайти показать? Ну, давайте. Так, ладно, далеко не пойду. Здесь местные ребята сидят, может быть, не понравится им это. Ну, в общем, выглядит вот так вот удручающе это. Очень много мест на Чевенге, которые брошенные. Особенно на торговой улице. Один из 3 бутиков работает, особенно в южной части. Самолет! Самолет!
Вот, кстати, если на севере Чивенга поселиться вот где-то там вот в районе Аркбара, прямо над ним взлетают самолеты. Так, ну, желтые зонтики, конечно же, это Бурераса. Шикарное место. Шикарное. 2 недели назад мы были на Пангане, в этой сети. Очень-очень понравилось. Поэтому прям рекомендую. Ловите скидки. Заранее бронируйте. И не пожалеете. Еще одно хорошее место — это вот Оза. Оза открылся, дай бог памяти, в мае 2014 года. И мы как раз сюда приехали в числе первых гостей в июне месяце. По очень низкой цене забронировали это место. Потом дважды сюда возвращались. Здорово, здорово. У них большой бассейн, маленький бассейн у них под шатром. Видите, белый такой купол натянутый. Брезент натянут над детским бассейном. И то есть дети вообще не сгорят. Родителям можно не беспокоиться. Удобные очень лежаки. Своя охрана. Вот сейчас ее не видно. Стоит зайти, подойдет, спросит: покажи ключик, товарищ. Нет? Иди. Че сюда пришел? Очень вкусные завтраки там. Номера единственные маленькие. Маленькие, компактные, но ничего страшного. Зато какие подушки и одеяла просто волшебные, как у бабушки. Так, вот здесь, кстати, отеля нет. Это общественное место. Там за вот этими домиками, вот за этими лежаками собирались сделать типа Волкин-стрита где-то в 2016-2017 году. Что-то оно какое-то время поработало, и потом это все прикрылось. Не пошло. Вот здесь вот территория отеля Бичкомбер, который когда-то здесь был. Может быть, кто-то знает, отдыхал здесь. Помните? Такой с зеленым вечно бассейном. Ну, кстати, то, что его снесли, я не удивлен, потому что он всегда был какой-то неухоженный. Отрицательные отзывы бесконечные. Ну, в общем, как-то не пошло здесь. Чаба. Чаба с 2, кстати, корпусами, которые здесь пляжный и через дорогу. Мы тоже хотели забронировать в этом отеле место. И по скидке там была такая цена, что номер определяется при заезде, при чек-ине. Мы решили не рисковать, потому что я понимаю, что этот номер будет, скорее всего, через дорогу. А через дорогу корпус сейчас закрыт. Поэтому, если будет цена вот такой вот категории, можете приезжать. Но единственное, я так скажу, сейчас вот бегло резюме. Узкая территория, очень много народу, куча лодок. Я другое место посмотрел, но это мое мнение. Сигарден. Кингс Гарден. Кингс Гарден классное место. Очень хорошие отзывы. Красивая территория, зеленая, с тенью. Но один минус вот для меня лично — это отсутствие бассейна. Не всегда море спокойно, и бассейн очень выручает. Красные зонтики, темные тона. Встречайте Library. Кстати, они построили вот здесь вот второй бассейн. Вот эта территория у них не была их. Это сделали отдельно у них. Второй бассейн. Первый бассейн знаменитый, с такой красной плиткой. Вот там находится. Но тут прям перепад высоты, да, видите?
какой-то совсем не пологий, приходится как будто в горку бегать. Сначала с горки, потом в горку. Вот там как-то более покатисто, да, вот ровненько. Но зато в период шторма в этой части точно есть своя кромка песка. Когда идет сильный прилив, вода доходит, видимо, примерно вот до сюда. У них есть свой песчаный кусочек. Так, это у нас Бан Самуи. Территория отеля, через который можно выйти и сразу напрямую к магазину Севермарт. Магазин сувениров. Один из самых больших. Ну, я бы, наверное, даже сказал самый большой. И, наверное, даже сейчас в этот момент единственный. С сувенирами, с напитками, бальзамами. Хорошими бальзамами, кстати, по хорошим ценам в этом районе. Так что хорошее место. Вообще удобное расположение, и сам отель неплохой. И, кстати, там же рядышком Макдональдс, Бургер Кинг. Возможно, кому-то это нужно. Это вот прям вот здесь напротив, через дорогу. Так, это Long Beach Lodge. Вот, честно сказать, ничего про этот отель не знаю, ничего не могу сказать. Единственное, что сейчас вот могу отметить, что здесь тень. И это хорошо, то есть лежаки стоят в тени, без зонтиков. Людям хорошо, здесь то же самое, деревьев много. Следующий отель — это любимый отель наших друзей. К сожалению, он тоже закрыт. Надолго ли или ненадолго, непонятно. Чивенг-Бури называется. Хороший. Бунгального типа. Причем бунгало не натыканы друг на друга, а на приличном расстоянии находятся друг напротив друга, по крайней мере. И там всегда было тихо. У них бунгало идут несколько рядов. Ну, территория, вы видите, не маленькая. Но, к сожалению, вот закрыт. Кстати, Чивенг-Бури выходит прямо на Централ фестиваль. Вот прямо через него и сразу в дверь Централ фестиваля, прямо на эскалатор выходит. Удобное расположение. Так, здесь у нас начались узенькие отели. В какой последовательности друг за другом они идут, не помню. Вот. По названиям не скажу, не буду сочинять. Но ощущение, что тут тоже что-то не работает. Пляж по-прежнему здесь еще пока комфортен. Есть волны, есть обновление воды. Нет, работает. Работает, только вот это вот зеленое, что такое затянуто, я не знаю. Вот сидит охранник, там вода вроде с бассейна стекает. Честно, не знаю. А, это Олс Resort. А это, наверное, Малибу. Ну, где-то здесь они. Рядышком были. Ну, в принципе, здесь такая вот картинка. Спокойная, тихая. Возможно, безлюдная. Ну вот, если, допустим, кто-то думает, что с той южной стороны дойти до Централ фестиваля это очень много времени нужно. Вот, смотрите, у меня запись идет 25 минут.
Я уже Централ фестиваль, можно сказать, прошел. Поэтому 25 минут по пляжу — это нормально. Так, это Банчевенг. Банчевенг. Тоже много тени. Прохладненько, ветерок дует. Все хорошо. Море. Море, как вы видите, хорошее здесь. Несмотря на то, что вот там уже начинается волнорез. И чуть дальше вода уже застойная. Такая вот прям как в озере. Горячая-горячая. Так, ну и начинается тусовочный кусочек. Аркбар, как наш друг говорит, Аркабар. И приближенные к нему несколько отелей. Гарден Бич. И вот, видите, да, уже даже по цвету воды здесь идет вначале песочек, дальше идут уже водоросли. То есть там купаться не очень приятно. И к этому еще и вода стоячая. То есть тут прям банька, одним словом. Вот, кто тусовщики, пожалуйста, вам сюда. Либо где-то рядышком и ходить сюда, потому что жить здесь, ну, один раз мы здесь остановились специально на 3 дня. Ну, так себе. Молодежь в основном останавливается в этом отеле. И они сначала здесь тусят, потом идут номера тусить. И, в общем, короче говоря, постоянно шумно. Поэтому, если кто-то с маленькими детьми, вообще сюда нельзя. Ну, короче, для тусовщиков. Ну и вот такое вот море. То есть я ничего не придумал, ничего не сочинил. Вот, видимо, был прилив. Накидала этой морской капусты сюда, водорослей. Запах, кстати, йодный такой стоит. Прям устойчивый, выразительный запах йода. Да, здесь когда-то были люди, тусовались, отдыхали, загорали. Вот, Elephant Beach Club работает. О, как у них интересно. Не каждый идет себе полотенце, берет на лежак. У них уже готовые лежат. Люди пришли, раскрутили, полежали, позагорали. Видимо, оставили, потом пришли свои. Местный стаф собрал это все и унес. Тут воды, кстати, по колено. А сейчас вообще, наверное, еще меньше. Отлив сильный. Так, это что у нас такое? Что-то я с этой стороны вообще не ориентируюсь по ним. Особенно вот эту северную часть не так хорошо знаю, потому что мы ее не любим. Мы здесь останавливались всего лишь один раз. Вот здесь сейчас за мысиком. Чевен Блю Лагун, по-моему, называется отель. У него тоже, получается, пляжная зона и не пляжная зона. Мы взяли не пляжную зону. Она нам сначала показалась какой-то в глуши, а потом мы радовались, что мы там живем, потому что там действительно было как-то по-своему уникально. У нас, кстати, на территории даже кешью росли.
Вот вроде работает, да, а визуально что-то такое. Я даже не знаю, как правильно слова подобрать. Ну вот ступеньки, например. Ну так себе, да, место? Качелька. Чевен Креджент. А так вообще, в принципе, картинка такая, назовем ее отдых для глаз, релакс. Пожалуйста, массаж, каяки. Кстати, одно из самых безопасных здесь мест катания на каяке, это вот эта бухта. Глубина небольшая, штиль. Спа-жилетку одевать не нужно. И, пожалуйста, катайся. Коса вон туда вот идет, практически до того острова. А там дальше еще и отмели. Они как бы создают здесь такой бухту своеобразную. Ух ты, какой, смотрите, какой классный водный катамаран. Шикарный. Ой, какая пальма классная. Прям такой инстаграмный вид. Сейчас сделаю быстренько фотографию. Пожалуйста, кукурузу тем летом, кокосик. Так, ну вот это вот место уже можно с точностью такой стопроцентной назвать, что это северная часть Чевенга. Если там было что-то переходное, то это явно северная. И вот она, в принципе, в любое время года вот такая. Практически никогда не бывает волн. Но вода такая, видите, то есть маленькая глубина, очень много водорослей. Я не знаю, сколько здесь градусов. Но она горячая. Может быть 35 где-то.
Кстати, песок одинаковой температуры с водой. Так, я сейчас сниму тапки, иначе будете все слушать весь этот мой свист от тапок. Ноги-то мокрые. Не предусмотрел я этого. Ну вот где вот человек катается на водном мотоцикле, там глубина может быть 1,5 метра где-то. Ну 2, не больше. Там есть такой вот мысик, видите, такой песчаный. Пожалуй, буду искать сейчас целый отель, через который можно пройти туда. Все, потому что уже как-то... Во-первых, уже жарко очень. Сейчас час дня, самое пекло. Мне еще возвращаться. Тут вообще заброшено все. Прям очень-очень-очень как-то. Не помню, как этот отель назывался. Так, Натиен работает. И Блю Лагун, наверное, работает. Сейчас через него пройду. Так, Лавида работает. А вот это, по-моему, Блю Лагун. Да ладно, не может быть. Но если он закрылся, прям, да, жалко. Очень хороший отель. Несмотря на минусы вот этого пляжа, вот этого, да? Ну, я вам так скажу, купаться, если куда-то и ходить купаться, то надо вот туда, скорее всего, лучше ходить. Либо в бассейне. Вот, пожалуйста, каяк берете на прокат, 200 или 300 бат сейчас стоит час. И вперед. 1 часа здесь за глаза хватит. Очень удобно кататься здесь, комфортно. И этого часа хватает, то есть по кругу вот так вот пройти по всей этой бухте. Очень классно. Вот, кстати, вдалеке точки маленькие-маленькие вот переходят вброд на тот остров. Там сейчас отмели. Прям плывешь, и раз такая отмель. Выходишь по щиколотку. Но я сейчас туда уже не пойду, потому что... Ой, устал, не хочу. Хотя недалеко.